Дорогие друзья, я хотел бы прежде всего поприветствовать участников Российского интернет-форума, конференции «Интернет и бизнес». Ваши ежегодные встречи уже стали одним из ключевых событий в жизни Рунета. А Рунету есть чем похвалиться. Он развивается очень динамично. Вы лучше, чем кто бы то ни было другой, знаете, что по итогам прошлого года Зона.ру находится фактически на 4-м месте в мировом рейтинге национальных доменов. А Россия вошла в европейские лидеры по числу пользователей сети. И прежде всего благодаря росту количества пользователей в регионах, что особенно, конечно, отрадно. Все это, конечно, увеличивает спрос на онлайн-проекты, особенно коммерческие. И это одна из главных тем на нынешнем форуме. Сегодня клиентами сетевого бизнеса являются люди из разных социальных и возрастных групп, от школьников до пенсионеров. Миллионы людей в России через интернет уже покупают товары, билеты, железнодорожные, авиационные, бронируют гостиницы, заказывают различные услуги. Совсем недавно просто фантастикой это казалось. Но самое главное, что это реально делает жизнь людей комфортнее. Поэтому государство должно создавать условия для дальнейшего расширения онлайн-бизнеса. Ну и тем более, что он не требует сверхбольших инвестиций. В период глобального кризиса этот бизнес показал достаточно высокую устойчивость. А перспектива его развития на сетевом рынке зависит прежде всего от настойчивости самих создателей проектов и от их креативности. Это отличная возможность для молодых людей попробовать себя в деле. Кстати, еще одной темой интернет-форума является подготовка кадров для IT-отрасли. Инструмент интернета, он универсален, а значит, он может быть использован как во благо общества, так и во вред. Я думаю, что сегодня ни у кого нет сомнений в том, что за публикацию в сети заведомо ложных сведений, которые порочат чью-либо честь, достоинство, деловую репутацию, за распространение детской порнографии, за пропаганду терроризма, межнациональной и религиозной вражды, надо жестко наказывать. Правоохранительные органы должны этим заниматься и будут заниматься. Но речь не идет и не будет идти о какой-либо цензуре в интернете. Это невозможно, я неоднократно об этом говорил. Это просто бессмысленно. Еще один очень важный вопрос – это правовое регулирование отношений внутри самой сети. В прошлом году я поручил подготовить предложение по изменению законов, чтобы дать авторам возможность представлять свои произведения неограниченному кругу лиц, всем, кто заинтересован, на условиях свободных лицензий. Такая работа была проделана. С учетом мнения, кстати сказать, интернет-сообщества, я неоднократно эту тему обсуждал. И недавно я внес в парламент новую редакцию Гражданского кодекса. А предложения, которые касаются свободных лицензий, будут включены в эту редакцию при рассмотрении второго чтения законопроекта. Возможности интернета, социальных сетей, благосферы стоит использовать, чтобы сделать власть более открытой и прозрачной, чтобы расширить участие граждан в решении самых важных вопросов, чтобы повысить качество государственного управления. Важно, что сегодня заработала экспертиза законопроектов, общественная экспертиза. Впервые и в 2010 году, и в прошлом году на обсуждении были вынесены несколько проектов законов, и специально для этого созданы достаточно, на мой взгляд, удобные интерфейсы и механизмы обратной связи. Граждане могли не только высказывать свое мнение, но и предлагать формулировки конкретных статей закона. В результате документы, которые внесены в Государственную Думу, заметно отличались от первоначальных, которые были предложены к обсуждению. Ну, как у всякой истории, были, конечно, и негативные моменты, и это прежде всего издержки анонимности. Например, через рейтинговое голосование накачивались заведомо неприемлемые идеи, а то и просто глупости. А участие в принятии государственных решений – это серьезное дело, в котором нет места графоманам, а также тем, кто заходит в сеть для того, чтобы только, как принято говорить, гадить в комментах. Именно поэтому система общественной экспертизы законопроектов в рамках открытого правительства требует регистрации экспертов через портал государственных услуг. В результате, интересный момент такой, результат интересный, число участников дискуссии уменьшилось на несколько порядков.
Но качество предложений стало принципиально другим. И это необходимые условия для реальной работы. Работа, которая требует не только инициативы, но и ответственности. Прошлой осенью я выступил с идеей открытого правительства. И уже сейчас видно, какой значительный экспертный потенциал мы не использовали раньше. Теперь каждый гражданин или объединение может зарегистрироваться на портале «Большое правительство РФ» и там вносить свои предложения. Эти предложения будут рассматриваться общественным комитетом, экспертами, пройдут рейтинговое голосование и смогут стать законодательной инициативой. Важно, что такая работа находит продолжение в аналогичных региональных инициативах. Может быть, это ключевая вещь. Потому что я вот считаю, что основа электронной демократии – сайты региональных органов власти и местного самоуправления, потому что они ближе к потребностям обычных людей. И здесь нужны технологии модного сегодня краудсорсинга при проведении электронных референдумов, при обсуждении инициатив, при обсуждении острых проблем города, деревни или просто отдельного двора. Ведь латать все ямы через Москву, даже через виртуальную Москву, просто нереально, да и бессмысленно. Дорогие друзья, я ровно 3 года назад, в дни проведения российского интернет-форума, открыл свой блог в живом журнале. В нем я поднимал и темы, которые нуждаются в общественной обкатке, на которые в системе государственного управления пока нет ответов. Я благодарен всем комментаторам, искренне благодарен. Конечно, глава государства физически не в состоянии лично ответить каждому из вас. Но могу заверить, что наиболее предметные и хорошо аргументированные мысли, они в конечном счете доходят до целевой аудитории и прямо или косвенно влияют на принимаемые решения. А современное государство не может эффективно работать без этих технологий. Поэтому мы будем развивать их и дальше. Создавать условия для сближения граждан и институтов власти через интернет. И я, конечно, продолжу вести свой блог и присутствовать в социальных сетях. Все это новые общественно-политические институты, новые практики, которые даже вот 3-4 года назад были лишь смелыми фантазиями. А сегодня они работают. И, я уверен, будут развиваться по нарастающей. Ведь никто из нас не сделает Россию лучше, кроме нас самих. Уповать на всезнание и всесилие бюрократии значит потакать должностным злоупотреблением. А в современном, сложном и в быстро меняющемся мире у государства просто не хватит глаз за всем уследить и рук все исправить. Поэтому стране нужны вы, активные, неравнодушные люди. И я на вас самым серьезным образом рассчитываю.